Мирное соглашение, достигнутое в Газе, стало одним из самых значимых событий ближневосточной дипломатии последних лет. После месяцев интенсивных боевых действий и гуманитарного кризиса международные посредники смогли добиться прекращения огня и начала масштабного обмена заложниками и заключенными. Этот шаг не стал окончательным решением конфликта, но обозначил возможность перехода от военной фазы к политическому диалогу. Впервые за долгое время процесс обмена прошел относительно скоординированно. Израильская сторона освободила 250 палестинских заключенных, отбывавших пожизненные сроки, а также 1700 человек, арестованных Цахалом в ходе последних операций. В ответ 20 израильских заложников, удерживаемых Хамас, были переданы представителям Израиля. При этом в Иерусалиме отказались пойти на освобождение двух наиболее известных фигур – Марвана Баргути, одного из лидеров движения «Фатх», и Ахмеда Саадата, возглавляющего леворадикальный Народный фронт освобождения Палестины. Израильские власти считают, что их возвращение на свободу может усилить политические противоречия внутри палестинского общества и дестабилизировать хрупкое перемирие. Президент США Дональд Трамп назвал происходящее историческим моментом, заявив, что 3000 лет войны закончены, и начинается новая эра мира. Эта фраза вызвала бурные отклики как в регионе, так и за его пределами. Американского лидера сравнивают с Киром Великим, освободившим древний еврейский народ из вавилонского плена. Подобные символические параллели подчеркивают стремление Соединенных Штатов закрепить свое лидерство в ближневосточном мирном процессе. По словам Трампа, все 20 заложников возвращены живыми, и это лишь первый шаг. Теперь начинается вторая фаза его плана – этап, связанный с контролем над безопасностью и разоружением вооруженных группировок в Газе. «Мы сказали им разоружиться, и если они этого не сделают, мы позаботимся о том, чтобы Хамас был разоружен», заявил Трамп, подчеркнув, что Хамас согласился на этот шаг. Тем не менее, официальные лица в регионе воспринимают такие заявления с осторожностью. Многие аналитики отмечают, что процесс разоружения в условиях внутренней фрагментации палестинского общества может затянуться и вызвать новые трения между различными группировками. В то же время заявления Трампа показывают, что Вашингтон намерен контролировать дальнейший ход событий, делая ставку на быстрое закрепление достигнутых договоренностей и формирование долгосрочной архитектуры безопасности. На этом фоне Турция предпринимает активные гуманитарные шаги. Анкара объявила о запуске миссии «Корабль добра», который доставит в Газу около 900 тонн гуманитарной помощи – продовольствие, медикаменты и строительные материалы. Официальная цель миссии – оказать срочную поддержку гражданскому населению, оказавшемуся в тяжелейшей ситуации после месяцев блокад и разрушений. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган подчеркнул, что прекращение огня не может рассматриваться как окончательное решение палестинской проблемы. По его словам, устойчивый мир возможен только при создании независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Эрдоган заявил, что Турция готова помочь восстановить разрушенные дома до наступления зимы и призвал страны Персидского залива, Европу и США присоединиться к усилиям по восстановлению сектора. Он подчеркнул, что вопрос Газы – это не только региональная, но и моральная ответственность всего международного сообщества. «Мы будем неустанно работать, чтобы обеспечить жителей Газы жильем и безопасными условиями жизни», сказал турецкий лидер, добавив, что гуманитарные действия должны быть вне политических расчетов. Однако позиции Турции вызвали неоднозначную реакцию. В Израиле открыто выступили против включения Анкары в обсуждение по формированию так называемых «сил стабильности» – международного контингента, который должен следить за прекращением огня и процессом разоружения. Израильские источники утверждают, что Турция не может быть частью структуры, которая займется контролем над вооруженными группами, поскольку Анкара поддерживает связи с движением Хамас и идеологически близким ему объединением «Братья-мусульмане». По мнению израильской стороны, участие Турции подорвет доверие к международной миссии и создаст дополнительные риски. Вместо этого Израиль предпочел бы видеть среди участников контингента страны Персидского залива,
ОАЭ, Катар или Бахрейн, которые воспринимаются как более умеренные и нейтральные партнеры. Против участия Турции выступил и Египет. Каир традиционно считает сектор Газа зоной своей прямой ответственности и опасается усиления турецкого влияния на границе. Египетские дипломаты не скрывают, что конкуренция между Анкарой и Каиром за влияние в регионе остается фактором, усложняющим согласование будущей модели управления Газой. Несмотря на общую заинтересованность в стабилизации обстановки, каждая из сторон стремится сохранить собственные рычаги воздействия. Тем временем в самом секторе сохраняется хрупкость перемирия. Представитель Хамас Хазем Кассем заявил, что недавние утренние израильские авиаудары и артиллерийские обстрелы привели к гибели нескольких жителей Газы и нарушили условия соглашения о прекращении огня. Он призвал международных посредников обеспечить контроль за выполнением обязательств, подчеркнув, что любое нарушение соглашения может сорвать весь процесс урегулирования. Эти заявления демонстрируют, насколько уязвима текущая ситуация. Любая провокация или локальный инцидент способны вернуть конфликт в военную фазу. На дипломатической арене Турция продолжает действовать настойчиво и демонстративно. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стала ситуация с участием турецкой делегации на саммите мира по Газе, проходившем в Египте. Когда стало известно, что на саммит приглашен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Эрдоган заявил, что не прибудет, если тот примет участие. По сообщениям СМИ, во время полета в Египет турецкий самолет даже совершил маневр, не приземлившись с первого захода, пока велись переговоры. В итоге участие израильского премьера действительно было отменено. Этот шаг Анкары вызвал широкий резонанс, укрепив образ Эрдогана как лидера, способного влиять на ход ближневосточных событий и формировать повестку международных встреч. Ситуация вокруг Газы сегодня показывает, что достигнутое перемирие – лишь начало долгого и сложного пути. США стремятся закрепить политические и военные результаты своей дипломатической инициативы. Турция настаивает на гуманитарном и политическом подходе, а Израиль делает акцент на безопасности и минимизации внешнего влияния. Египет пытается удержать роль посредника и при этом ограничить турецкое присутствие в регионе. Между всеми этими интересами остаются миллионы жителей Газы, для которых важны не геополитические декларации, а реальные шаги по восстановлению инфраструктуры, экономики и обеспечению безопасности. Таким образом, ближневосточный процесс вновь оказался на перепутье. С одной стороны, признаки дипломатического прогресса, с другой – старые противоречия, способные свести усилия к нулю. Перемирие, достигнутое при активной роли США, Турции и Египта, дало надежду, но не гарантии. Вопрос о том, действительно ли 3000 лет войны закончены, как сказал Трамп, остается открытым. Реальный мир наступит лишь тогда, когда участники конфликта смогут перейти от обмена заявлениями к совместной, последовательной работе по восстановлению Газы и формированию механизмов, исключающих возвращение к насилию. Пока же будущее региона остается неопределенным, а достигнутый баланс крайне хрупким. Пишите ваше мнение в комментариях и не забудьте подписаться на Регньюз, чтобы быть в курсе всех важных событий на Ближнем Востоке и в мире.